Всем здорово, стримеры! Вы, наверное, заметили, что на моем канале долго не выходило видосов. Это было связано с тем, что я немножко приболел. Об этом подробнее рассказывал у себя в Телеграме. Там же пытался какой-то иногда контент пилить тем, кто соскучился, да. Так что, если вдруг что, подписывайтесь на мою телегу, чтобы не пропустить интересные новости. Вот, ну а сегодня, так как долго видосов не было, пришел к вам с подарком, можно сказать. В нашем случае подарок — это знания. Знания, при помощи которых вы сможете сделать свое, собственно, крутое оформление своими силами, руками, да и вообще в целом разобраться, что такое OBS и с чем его едят. Ведь многие пользуются OBS просто как показать камеру, показать игру, вот это две штуки совместить вместе, и, собственно, вот для них на этом закончилась вся настройка. Но если вы подписаны на моем канале, а если не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы, так скажем, раз уж вы наткнулись на это видео, то тяготы к знаниям какие-то присутствуют. Вот, ну и следовательно, я тут выдаю приличное количество знаний, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы видосы не пропустить. Сейчас буду, наверное, чистить с видосами. Надо нагонять. Коллеги уже прощупывают, что такое стример-бот, и начинают генерировать все больше и больше заинтересованных людей. Сегодня мы посмотрим два виджета, сделаем. Вот, один без стример-бота, зацикленный внутри OBS-ки. Но я на всякий случай покажу, как через стример-бота ее сделать, потом триггернуть. Но и еще один сделаем при помощи стример-бота, да, чтобы количество, кто подписался, показывалось у вас на экране. Покажу, как это выводить красиво при помощи плагина. Но главный урок сегодня будет заключаться в том, что мы научимся пользоваться порядком элементов на сцене. Менять этот порядок не вручную, а при помощи плагина. Плагин называется Move. По моему мнению, самый крутой плагин среди существующих для OBS. Вот, и поэтому его надо разбирать, у него много всяких настроек. Вот, поэтому готовлю уже, может быть, готовый урок сегодня. Ну, недавно проводил тестовый созвон в Дискорде с ребятами, рассказывал про один его функционал плагина Move, называется переместить источник, которым мы сегодня тоже будем пользоваться, и про часть функций я расскажу. Также в сегодняшнем видео готовьтесь, оно будет длинное, оно будет, возможно, не развлекательное, потому что познавательный контент, он не развлекательный, да. Готовьтесь запасаться знаниями, практиковаться, повторять за мной, потому что без повторения вы забудете очень быстро. Вот, и, собственно, готовьте OBS-ки, будем пробовать плагин Move и щупать его опции. Опций там завались всяких. Вот, но жители моего телеграм-канала, подписчики, проголосовали за то, что им интересен виджет. Когда я спрашивал, какой контент, им интересен виджет, в котором задействован такой механизм, как смена очередности на сцене элементов. Что это значит? Это когда один элемент меняется местами с другим при помощи, опять-таки, вот плагина. Будем разбирать сегодня кучу всяких приколов, покажу. Поэтому мотайте на ус, если не знаете. А я более чем уверен, что, скорее всего, даже многие не догадывались о том, что такое можно. Поэтому пристегните ремни, поехали в страну знаний по OBS. Погнали. Значит, вот я заготовил немножечко сцен. Это у меня виджет, мы тут будем собирать сам виджет. Пока еще здесь логотип. Заготовил, у нас будет две плашки, YouTube и Telegram. Они будут менять друг друга. Вот.
И сейчас мы будем делать эти плашки. Можно сделать в фотошопе, но я буду делать полностью в OBS. Кстати, если вы не знаете, как устанавливаются плагины, качайте, сейчас вам покажу. Открываете браузер. Ой. Качаете плагин, например, нам надо Move. Вбиваете Move. OBS. Все, вот он, первый Move плагин. Переходите по ссылке. Лучше, конечно, на GitHub. Жмете Download. Здесь качаете не инсталлятор, а Windows Zip. Вот этот zip. Только так я и устанавливаю. Берете, распаковываете. Вот таким образом. Можно даже не распаковывать, открыть просто. Далее сворачиваете. Ищите у вас ярлычок OBS. Либо, если вы знаете, где установлено, я вот так быстро. Свойства, расположение файла. Вот. И вот у меня проваливается в такую папку. Поднимаюсь ровно на раз-два папка. И вот у меня, собственно, корень папки OBS. У вас она, скорее всего, в Program Files'ах лежит. И называется OBS-Studio. Вот. И сюда мы кидаем вот эти две папки. Вот так выделяете. Видите, здесь дата. И здесь есть OBS плагин папка. Вот и сюда кидайте с заменой. Ну, я сейчас менять не буду. Это смысла нет. У меня последняя версия стоит. Поэтому, ну, вот так показал. И это на всякий случай, если кто не знает, как устанавливать плагины. Либо, если у вас в Program Files находится инсталлятор, качаете и жмете далее, далее, далее. И он у вас готов. OBS при этом должен быть выключено. Потом запускаете и все. И плагин у вас установлен. Будем мы использовать несколько плагинов. Показываю какие. 3D Effects, Advanced Mask. Может быть, не знаю, Glow, если хотите. Ну, не буду, наверное, использовать, но в целом можно накинуть интересные всякие истории. Движение значения будем, это кусочек плагина Move. Move Action, тоже кусочек плагина Move. И переместить источник. Тоже кусочек плагина Move. Вот, ну и заливку цветом дефолтовую, да. И, возможно, будем использовать еще Gradient Source. Ну, люблю градиенты. Сделаем градиентную плашку. Не обязательно абсолютно. Плашку вообще можно сделать в фотошопе где-нибудь с скругленными краями. Но так как я хочу, например, если захочу сделать ее с нескругленными углами, то могу быстренько поменять. Вот. Значит, у нас есть несколько сцен, да. Виджет, где будем собирать, как я говорил, и сцена Telegram и YouTube. Здесь добавлена картинка с логотипом YouTube и надпись моего YouTube канала и Telegram канала, собственно, тоже. Вот. Чтобы сделать плашку, нам надо добавить сюда, в моем случае, градиент. Добавим, напишем градиент для YouTube. Вот, YouTube у нас имеет... Переместим вниз. YouTube у нас красный и белый, поэтому возьмем тоже белый и красный. Немножко уменьшим. Ну, размерчики можно уменьшить вот тут вручную. Так, пока так сделаем. Белый вот здесь поставим. А красный возьмем, как у YouTube, только чуть потемнее. Чтобы они отличались. Все, вот такую плашку сделаем. Немного растянем. Потерялась надпись немного. Сейчас мы ее тоже сделаем потемнее. Можно накинуть на нее фильтр цветокоррекции. И здесь яркость поубавить, посмотреть, чтобы красиво смотрелось.
Вот. Так не теряется. Ну и на вот эту сцену, если кто-то не смотрел мой видос с лайфхаками, то добро пожаловать, конечно, туда сходить обязательно посмотреть, потому что многим пользуюсь из того, что я там советовал. Но вот представьте, что вот эта каждая сцена — это папка. Папки я категорически не рекомендую использовать ввиду их глючности в OBS. И применяя плагин Move к папкам, в которых сбиты координаты из-за того, что вы там что-то подвинули, будете... об этом рассказывал в видосе, так что не буду отвлекаться. Вот. Называются эти сцены, которые мы будем вкладывать в другие сцены, называются по-английски nested, а в нашем случае, в русском, да, языке, наследуемые. Так и будем говорить, наследуемые сцены. Погнали. Вот. Накидываем на эту наследуемую сцену. Логотип мы тут уберем, это я урок показывал. Значит, добавляем на Advanced Mask. Напишем маска для ютуба. Обязательно называйте все своими именами, не ленитесь, потом меньше будет разгребать бед при поиске ваших фильтров и так далее. Корректируем, значит, здесь по высоте. Ищем, где у нас по центру, скинули. Высоту уменьшаем. Вот это все подгоним сейчас. Надо, наверное, развернуть градиент наш. Но это мы сейчас сделаем. Так красивее будет. Так, и повыше. По центру смотрим, да? Все, вроде по центру. Здесь, слева и справа. Все, поймали. Скруглили углы. Corner радиус. И вот такая у нас симпатичная. Переворачиваем на 180. И у нас пропадает надпись, да? Тогда идем и корректируем ее. Не сильно с белым стакается, но ничего. Сделаем его вот таким. Тогда. И теряется, да? Ну, давайте вот так. Чуть оттенок дадим, и пусть будет такой. Это не принципиально. Вот, можно побольше чуть-чуть надпись сделать. Все, допустим, вот здесь она снизу будет. Значит, теперь у нас надпись должна быть за логотипом. Значит, хитрость в чем заключается? У нас будет появляться вот этот логотипчик вылазить. Сейчас немножко покажу вам приколы с появлением, как сделать, чтобы они по-разному появлялись. Вот правой кнопкой переход показа. В нашем случае нам надо, чтобы он из маленького появлялся вот до таких размеров. Показываю, как это сделать. Опять-таки, это кусок фильтра Move. Сделаем 500 миллисекунд. Движение выбираем. Здесь появляющиеся элементы выбираем, потому что мы выбираем эффект появления. Здесь выбираем по центру. И здесь увеличение не трогаем. Функция плавности оставляем. Вот, и, собственно, все. Нам больше ничего тут не надо. По центру поставили. Теперь смотрим. Видите, как плавно появляется. Вот, и также исчезание сделаем. Нет, исчезания не будем. Мы эту плашку просто будем задвигать. Так что трогать не будем. И теперь нам надо вот так, надпись появилась. И выезжает надпись канала. Чтобы надпись канала выезжала, нам надо вот это поле, чтобы было за вот этим логотипом, чтобы было красиво. Для этого нам надо несколько пробелов воткнуть. Все, пробелы воткнул. Пододвигаем. Теперь у нас картинка начинается здесь. И делаем правой кнопкой. Переход показа, сдвиг. Смотрим вправо. Сдвиг вправо. Все, жмем ок.
И вот так выезжает. Чуть помедленнее сделаем. Пусть тоже будет 500. Вот. И, собственно, вот так и будет. Появляется вот так логотип. И из-за него вылазит надпись. Давайте черным сделаем все. Вот, все, подогнал. То же самое сделаем и на плашке Telegram. Значит, здесь копируем вот этот элемент. Градиент копировать. Сюда вставляем дубликат. Потому что нам надо изменять, чтобы тот не изменялся. Копируем отсюда маску. И называем его маска для Telegram. Все, маска также подгоняем под эту маску наши логотипы. Логотипы, надпись. Вот, Telegram чуть больше. Можно прям вот такую. Тоже пробелов нашлепаем сейчас. И... Так, это не то. Сделаем тут синий, во-первых. Вот, и надпись поменяем на черный. Все, пробелов нашлепали чуть. Вот теперь оно у нас за надписью будет. Те же самые эффекты можно скопировать отсюда. Например, ссылку. Переход показа копировать. Переход показа вставить. Все, проверяем. Переход показа 500, сдвиг стоит. Все, проверяем, как работает. Хоп. Выехала из-за надписи. Так, и логотип то же самое. Воруем у Ютуба. Переход показа. Копировать. Все. Ну, вот так вот. Вот такие две у нас плашки по-быстрому получились, без всякого фотошопа внутри на OBS. Теперь наша задача сделать так, чтобы одна плашка вылетала из-за другой и заменяла ее сверху. Для этого мы составляем виджет. Вот, например, появляется мой логотип сначала, а затем появляется вот эти две сцены добавляем. YouTube. Вот она, раз. И добавляем Telegram. 2. Все, вот две сценки у нас. Равняем их, чтобы вот это по центру было. Вот, у нас есть 3 элемента. И сейчас мы их будем между друг другом менять и уменьшать. Немножко подрежу, чтобы удобно было редактировать. Кто не знает, как вот так быстро подрезать, опять-таки видос по лайфхакам, идите посмотрите. Так, правой кнопкой преобразовать, копировать преобразование жмем. И сюда преобразовать. Вставить преобразование, горячие клавиши. Об этом я, кстати, тоже рассказывал. Вот, два подрезанных у меня элемента. Значит, теперь что? У нас какая задумка? Вот, появляется логотип, и из-за него появляется сначала YouTube, например. Исчезает значок этот. И потом из-за него вылетает еще Telegram. И на этом
и Telegram уходит потом. Ну и мы при помощи плагина Move будем показывать, скрывать эти элементы друг за другом. Вот, давайте посмотрим, как это будет. Давайте спрячем надпись за логотип. Скопируем Shift-Ctrl-C, скопируем преобразование, Shift-Ctrl-V, вставим преобразование. Все, вот они у нас спрятаны за логотипом. По идее, невидимые должны быть. Вот, теперь начинается непосредственно магия фильтров. Идем в фильтры. Здесь этот мы удалим. Значит, у нас должен появиться вот этот логотип. Мы ему еще анимацию не сделали появления. Так, переход показа. Давайте сделаем также движение. И появляющиеся элементы, естественно, сделаем по центру. И здесь побольше ms, ну 800, чтобы прям супер красиво было. Оп, вылезло. Вот, можно сделать еще переход скрытия, чтобы мы его потом также красиво скрывали. Только здесь исчезающие элементы нужны. Также по центру ставим, закрыли. Вот, появилось. Скрылось, появилось, скрылось. Красиво? Красиво. Пользуйтесь на здоровье этим лайфхаком. Дальше нам надо показать надпись из-за этого виджета. То есть первое мы что делаем? Нам надо включить саму надпись. Для этого нам поможет кусочек. Move Action называется. Начинаем писать. Первое. Появление логотипа. Здесь стартовый экшен не трогаем. Попробуем воткнуть это в End Action, чтобы, если что, паузу потом какую-то, если захотите перед началом поставить паузу, какую-то можно было здесь сделать, прямо в фильтре. Поэтому предпочитаю пользоваться, коли у нас здесь одно действие всего нужно, просто показать элемент, тогда вот End Action, выбираем Source Visibility, то есть видимость источника, и выбираем нашу сцену, она называется виджет. И источник, в моем случае, это SM. Вот. И Enable, то бишь, означает, он включается. Все, триггерим фильтр, смотрим, как работает. Вот, появилось. Теперь нам надо выждать некоторое количество секунд. Для этого, перед тем, как будут появляться вот эти штуки. Значит, для этих штук нам надо заранее заготовить их начальные позиции. Начальные позиции делаем перемещением источника. Переместить источник. Пишем 0. Выше. Самая первая, самая стартовая позиция источников. Вот, всегда делаю. Называю, например, YouTube старт. Но буду сокращенно писать YouTube старт позиция. И Telegram, старт позиция. Так, дублируем просто. И ТГ. И Telegram. Все, готово. Выбираем здесь YouTube, там Telegram. Все, выбрано. Тут YouTube, тут Telegram. Убирать мы это будем супер быстро, поэтому... нет, медленно. Давайте... Не супер, ну да, супер быстро ставим тут. Вот так. И эти позиции еще меньше сделаем. Потом покажу почему. Тогда не 0 надо, а давайте 800 поставим. Здесь 800 и здесь 800. Потому что не знаем, какую будем самую маленькую делать. Так, это скроем. Это покажем. И будем уменьшать прям супер маленькую. Чтобы она исчезла. Прям в точку. Бам. Так, только точку нам надо по центру. Ну, это Ctrl-D. Все по центру.
Воруем преобразование. Shift-Ctrl-C. И здесь Shift-Ctrl-V. Все, вот они, две точки у нас незаметные. Вот. Включено-выключено. И логотип тоже по центру подгоняем. Ctrl-D. Все, теперь у нас все отцентровано. Видите, в центре точка. Все, спрятали. И запоминаем эти позиции при помощи вот этих двух плагинов. Получить значение сюда и получить значение сюда. Позже объясню, почему я их жал в точку. Значит, вот у нас сделаем, значит, какую-то черточку, чтобы понимать. Вы любой абсолютно фильтр делаете, который не влияет на сцену. Вот, отчертил. Делайте обязательно разграничения, если много фильтров используете, обязательно делайте разграничения какие-то. Или можете даже сюда пометку написать, чтобы понимать и не путаться между фильтрами. Вот, появление логотипа у нас есть. Дальше у нас будет вылазить надпись. Вот эта стартовая позиция. Y. YouTube будет вылазить. Значит, дублируем отсюда YouTube. Напишем, что перед логотип. Так, пишу. Перед логотипом. Все, и теперь нам надо расширить эту надпись YouTube до перед логотипом. Что делать, если мы не знаем, как ее растянуть? А мы знаем, как растянуть. Вот, можно нажать Ctrl-R, и она обратно до своих размеров стандартных, да, на весь экран будет растянется, и потом обрезать как надо еще раз. Вот, но в моем случае я могу растянуть, поэтому ничего страшного. Вот, подбираем, как бы у нас выглядела штучка вот эта YouTube. То есть вот так она вылезла. Вот такая большая. Все. Ctrl-D, жмем по центру. Все, по центру. Теперь запоминаем это. Потом другие настройки будем делать, потом покажу. Все, YouTube у нас здесь источник. И вот такая большая. Значит, что делает YouTube? Вот так, хоп. Хоп. Поняли, да? То есть это у нас маленькая позиция, это большая. Маленькая, большая. Теперь то же самое сделаем с Телеграмом. Для этого мы воруем просто преобразование. Shift-Ctrl-C и на Telegram Shift-Ctrl-V. Вот, и теперь у нас Telegram тоже такой большой. Правой кнопкой опять копируем Telegram. И так как у нас увеличен уже, тоже пишем перед лого. И жмем ОК. И запоминаем положение большое Телеграма. Вот это. Вот это. Получить значение. Все, теперь у нас есть по две позиции. Стартовая и финальная. Теперь будем дальше делать красоту. И порядок, да, видите, у нас Telegram сзади, должен YouTube быть сзади, и вылазить они должны появляться при начале движения и появляться перед логотипом. Для этого нам поможет функционал для начала кривая. Как работает кривая, пока не буду объяснять, но просто поиграйте слева-вправо, с ней поймете. Например, нам надо, чтобы YouTube выходил по дуге, немножко снизу вот здесь пролетал и переходил вперед. Пробуем вот в эту сторону и смотрим. Хоп. Проходит, проходит. Так, сейчас помельче сделаю вот эту. Вот, убираем YouTube. И сюда, хоп. Сделаем чуть подольше анимацию вылета. Слишком быстро. Сделаем 1,5. И смотрим. Оп. Пролетает под низом? Пролетает. Все, и то же самое берем давайте сделаем 1,5. Чтобы была более круглая такая история.
И сюда также минус 1,5 сделаем. 1,5. Все, и телега туда же. Все. Для телеги и для ютуба одинаковые настройки делаем. Тут 1,5. Наверное, даже борща дал немного с этим, с амплитудой. Может, единичку надо попробовать. Давайте единичку попробуем. Нет, единичка недостаточно. Поэтому 1,5 оставляем. Все, так и оставляем. Дальше нам надо менять местами. Самое главное, да, за что был опрос. Это чтобы понять, как менять источники местами. Здесь в плагине есть вот такая опция. Порядок называется. И здесь тоже порядок. В нашем случае нам надо переместиться наверх. Будем использовать порядок, называется относительно. Относительно, и будем выбирать midpoint, то есть в середине точки движения. В нашем случае это как раз в самом низу, когда будет надпись. Она будет менять свое положение на вот это, наверх передвигаться. Чтобы передвинулась наверх, так как у нас в цепочке участвуют всего 3 элемента, мы выбрали порядок относительно, чтобы если вдруг мы будем добавлять какие-то элементы, оно далеко не расползется. Относительно это значит относительно текущей позиции, оно будет перемещаться наверх или вниз. Поэтому относительно своей позиции, а она будет внизу, позиция, мы будем перемещаться на 2 вверх. И здесь то же самое. Порядок. Midpoint. Relative, да? Relative. Все, справился с английским. Вот. И здесь тоже 2 ставим. Теперь смотрите, что происходит. Это мы спрятались. Здесь тоже, кстати, позицию надо сделать. Раз мы там делали +2, значит здесь позицию тоже. Тут абсолютно не важно, когда она будет меняться. Поэтому оставим запуски, например, да, и -2. Отрицательные значения в позициях работают. Порядок, запуск, -2. Все, теперь, когда мы нажимаем на минус, у нас вот сейчас YouTube уйдет вниз. YouTube вниз ушел. ТГ жмем на минус, уезжает тоже ТГ вниз. Вот. Теперь у нас надо, чтобы когда мы приходим на эту позицию, вот, ну смотрите, показать теперь перед лого. Нажимаем. Ага, ну у нас невидимый, поэтому давайте вот, видите, YouTube, хоп, спрятался. Показать. Видите, из-за... Сейчас, когда туда на задний план уходит, не смотри, ну, внимания не обращайте, это как бы, ну, не так должно быть. Логотипа здесь не должно быть, когда оно уходит туда-назад. Поэтому логотип надо смотреть, когда появление. Вот, поэтому смотрите, как появляется. Хоп, из-за него вылетает и сразу вперед. Здесь она перемещается наверх, выше логотипа. Вот, поэтому такой эффект. Пока прячем и Telegram, и YouTube за наш логотип. И здесь сделаем вот в этих 2 позициях, чтобы у нас эти плашки скрывались, чтобы там, не дай бог, какая-то маленькая микроточка не вылазила. Вот, поэтому видимость мы менять будем в конце движения скрыть. Скрыть в конце движения. То есть, когда заканчиваются наши вот эти 800 миллисекунд, он скрывает надпись. Вот и все. И здесь то же самое сделаем. Не надпись, а плашку эту. Видимость скрыть в конце движения. Все, эффекта скрытия нету, поэтому в секунду он будет в доли секунды исчезать.
И теперь нам надо появление сделать, чтобы показывало, да? Поэтому показ мы сделаем видимость показать в начале движения. Это у нас начинается от отправной точки двигаться, и мы должны обязательно показать элемент. Вот, и здесь тоже видимость показать в начале движения. Все, как только триггерится фильтр, сразу появляется движение. Ой, элемент. Вот, ну и теперь мы сделали, значит, появление раз, появление Ютуба, появление Телеграма, и нам надо скрыть когда-то логотип. Логотип должен скрываться после того, как прилетела плашка Ютуба, да, плавненько уезжать назад. Поэтому вот плашка прилетела, и мы сюда дублируем, называем двоечка, скрытие логотипа. Вот. И здесь мы не нолики, естественно, а у нас вот это второе движение, а вот это будет четвертое, а вот это третье. Вот, все по порядку делайте, чтобы понимать логику и что зачем. Если параллельные, я обычно использую цифры там 3.1, 3.2, 3.3. Так я вижу, какие параллельно у меня запущены фильтры. Ну и что по итогу? Вот скрытие надо, и мы должны Source Visibility Disable сделать, чтобы он у нас скрывался. Значит, что теперь мы тут наделали? Всего 4 фильтра. Появление логотипа, вылетание надписи YouTube из-за логотипа, скрытие логотипа и появление надписи Telegram из-за... Так, Telegram не показать, да, сделать? Скрыть в начале, да? Не то тыкнул. Показать в начале движения. И из-за... Так, Telegram скроем по новой. Из-за YouTube появляется Telegram. Вот такое перелистывание. Здесь можно, наверное, даже подубавить, потому что у нас амплитуда поменьше нужна. Вот, проверим. Telegram скрыть. Из-за YouTube. Хоп, вот. Вот таким образом они друг друга будут шафлить в 3 фильтра. Видите, снизу теперь SM. Сюда мы уходим вниз-вниз. И вот они скрылись. Поэтому скрытие, значит, YouTube у нас поставим вот эти стартовые позиции сюда после двойки. Точнее, скрытие логотипа YouTube постоял. И перед тем, как вот вылетает, да, вылетела вот эта штука, и у нас YouTube сразу будет скрываться потом. На стартовую, и здесь тоже на стартовую Telegram будет уходить через какое-то время. Теперь надо выставить тайминги. Показываем. Ждем. Здесь у нас есть задержка запуска или задержка конца. Нам надо, ну вот, логотип выехал, подождать чуть-чуть, там пару секунд. Поэтому нам надо задержка запуска. Например, 2 секунды поставим. Вот. И ставим в первом фильтрике следующий фильтр. Да, по порядку нам теперь их надо выстроить. В следующем фильтре следующее движение ставим вот тут в конце фильтра. Это у нас YouTube перед лого. И сделаем по порядку тогда все. YouTube перед лого. Дальше третье скрытие логотипа. Дальше четвертое. Telegram перед логотипом. И потом какая-то пауза будет драматическая. Потом YouTube старт позицию уходит незаметненько. И потом скрывается Telegram. Вот. Теперь смотрим по таймерам. По таймингам надо выстроить. Значит, в голове рисуете сколько, ну, саму анимацию. Появление YouTube, значок. Ой, значок мой логотипа. Потом появление YouTube через 2 секунды будет. Затем YouTube какое-то время должен повисеть. Логотип сразу уходит после появления. Все правильно, как заканчивается движение. Только здесь у нас задержка запуска, скорее всего, тогда... нет, здесь нормально. Вот, скрывается логотип.
После скрытия логотипа сколько-то секунд надо подождать, чтобы Telegram скрылся. Ну, давайте поставим тоже 2. Вот, посмотрим, как будет. Telegram показался. Тоже проходит 2 секунды. Он, точнее, вылазит, показывается. Затем сколько-то... YouTube мы практически сразу скрываем. Задержку 1 секунду поставим. И сколько-то висит Telegram, например, 4 секунды. И уходит в стартовую позицию. Вот таким образом паузы поставил между фильтрами. И смотрим, как это выглядит на деле. Стартуем. Так, здесь 2 секунды. Вылазит YouTube. Значок скрылся. Все, YouTube скрывается. И Telegram сейчас тоже скроется через 4 секунды. Вот, немножко подольше надо, наверное, YouTube пофиксировать. Поэтому здесь задержку поставим. Telegram перед лого. Задержку поставим, давайте, тоже 4 секунды. Вот, и еще раз проверим. Вот такой вот получается у нас виджет. Значит, теперь, чтобы добавить на сцену, у вас условно, да, какая-то сцена имеется. Мы берем вот эту уже сцену со сценами и добавим, ну, например, вот какая-нибудь боевая сцена или базовая, не знаю, базовая напишем. Вот, я добавлю какую-нибудь картинку. Любое изображение, например, вот такое. Растянем его совсем. Вот, ну и накину блюр, чтобы вот этого шакала не было. Ну, фоновое напишем. Блюр не обязательно. Это уже у меня. Чисто, чтобы вам подставить. Ну, показать как. Все, блокируем, чтобы не мешалось нам. Вот, и на эту сцену добавим наш виджет. Сцена называется виджет. Хоп. Все, виджет большой. Убавляем здесь, например. И вот, берем правой кнопкой фильтры, вот эти окошечко сюда ставим. И смотрим, как это маленькое будет. Вот появляется. Оп. Вот можно подогнать как-то вот по размерам. Сюда поставить, сюда. Вот, и оно там у нас вот тут потихоньку друг с другом меняет слои. Само. Вот такой вот один виджет, и он никак не связан. Значит, а как сделать, чтобы он постоянно появлялся? Нам для этого поставить тут драматическую паузу. Можно 2 способами. Либо Move Action использовать, либо движение переместить источник. Значит, здесь пишем пауза. Если вы не пользуетесь стример-ботом, а я не знаю, почему вы еще не используете стример-бот, считаю, что это крайне непрофессионально, поэтому вперед изучать. Не надо лениться, но на всякий случай для тех, кто все-таки ленится, ну, вы же сюда за знаниями пришли, а я вам говорю, что надо обязательно знать про стример-бота. Вот, то, что вы там можете зациклить это в OBS-ке, ну, это полумеры. Поэтому надо вызывать данный виджет стример-ботом. Но, по крайней мере, покажу, как вот это все работает внутри OBS на всякий случай, да. Если вы все же боитесь, да, его кошмарного интерфейса. Но у меня видос есть по стример-боту тоже. Забегайте там, смотрите. Вот, значит, здесь пауза.
Мы обязательно отсюда идем на паузу. И пауза, например, сколько-то там, ну, поставлю чисто тестовые, да, 2 секунды. Ну, можно 20, 200 секунд поставить. И с этой паузы мы уходим на единичку. Зацикливаем, так скажем, колечко. Да, уробороса делаем из этих, из фильтров. Вот, и появляется сюда виджет Ютуба, виджет Телеграма. Пауза 2 секунды, и по новой пошло. Ну вот. Либо сделать это, паузу удалю, либо сделать это в стример-боте. Как это делать в стример-боте, показываю. Правой кнопкой добавляете экшен. Если не знаете, что такое экшены, сабэкшены и триггеры, добро пожаловать на мой видос про стример-бота. Значит, пишем таймер. Виджет. Все, здесь ставим core time it action. Создаем таймер. Пишем там, ну, давайте тестово чисто. 2 секунды. 2 сек. 2 сек. Виджет. Чтобы не путаться. 2 секунды. Оп. Все, и здесь OBS. Идем. Сцена. Потому что у нас фильтр на сцене. И жмем Set Filter State. То есть изменить состояние фильтра. Нам надо его просто показать. Вот, выбираем нашу... я говорил про наименование, да, чтобы не путаться здесь ни в ценах, ни в источниках, ни в фильтрах. Нам надо их правильно называть. Vertical сцена, это мы не создавали, но оно скрытопульно там имеется. Поэтому нам надо виджет. И здесь мы выбираем появление логотипа. Все. И здесь каждые 2 секунды теперь будет у нас появляться логотип без всяких пауз. И мы в стример-боте можем редактировать таймер и назначать, с какой эпизодичностью. Видите, вот каждые 2 секунды. Значит, здесь ошибка какая? Ну, нужно сделать дилей. Дилей в виде, например, 10 секунд, которые у нас виджет проигрывается. Даже если мы поставим очередь, стример-бот не знает, сколько у нас здесь происходит вот это вся событие. Это нам глазики надо подключать. Иначе он нам тут это натворит сейчас делов. Ну вот. Видите, уже наделал тут таймеров. Вот. Очередь не обязательно делать, так как они в любом случае 10 секунд будут проигрываться. Главное, что здесь вот, видите, настакалось. Поэтому можно подольше поставить. 10 секунд проходит, но там, наверное, у нас секунд 13 все это происходит. Сколько-то появления. Здесь надо просто посчитать, сколько секунд заложено. Так, сейчас он закончит. Вот. Ну и пусть крутит. Вот. Значит, вот такой виджет. Как бы, ну, мы не супер за красоту. Стоп. Значит, у нас есть плашки. Я же забыл. Я забыл. Мы же делали появление. Зачем? Вот это. Вот это и вот это. Вот. Нам надо добавить вот это все появление. Значит, каким это образом сделать? Нам надо вот здесь скрыть и показать, да? Мы здесь скрыть и показать. Вот, мы скрываем. Сейчас прекращаем работу стример-бота. Здесь мы дилей уберем. Все, сейчас пока он быстро прогонит. Вот. Делаем здесь на вот этой сцене. Фильтр. Добавить. И здесь Move Action. Пишем единичка. Появление лого. YouTube. Вот. И добавить... ну, здесь нам не надо. И надпись.
логотипа YouTube плюс надпись. Ну вот, у нас здесь для этого есть один экшен, второй экшен. Все, нам больше ничего не надо. Опять Source Visibility берем. Надпись YouTube лого. На сцене, значит, YouTube. Источник YouTube лого. Enable. Сколько-то ждем, например, 500. Появляется, и тут же у нас появляется также Source Visibility. Сцена YouTube. И появляется у нас здесь ссылка. Оп-оп. Так, нет, подложку вставляем. Смотрим, как это работает. Один фильтр всего. Включили. Вот. И то же самое нам надо сделать. Копировать с телегом. Фильтр. Вставить. Здесь делаем появление ТГ только. И здесь указываем сцену Telegram. Мы же на сцене Telegram, нам надо здесь показывать. И показать лого. И здесь то же самое. Telegram, выбираем сцену и показываем ссылку. Все, проверяем. Прячем. Прямо здесь на превью смотрим. Хоп-хоп. Все. Это есть. И нам надо то же самое сделать, только скрытие теперь. Мы же показывать надо и скрывать потом. Значит, сделаем дублировать источник 2. Тут напишем скрытие. Скрыть. Двоечки убираем некрасивые. Вот. И здесь просто меняем на Enable на Disable. Убираем здесь нолики, потому что мы уже спрятанную, когда спрячем, будем выключать это все. То есть вот так в моменте. Хоп. Просто выключить нам надо. Вот. На YouTube то же самое. Дублировать. Пишем скрыть. И здесь disable. Все, выключили. Все, этим скрываем, этим показываем. Все просто. Скрываем, показываем. Теперь нам надо вот это скрытие и показ встроить в нашу цепочку вот этих фильтров. Для этого мы показываем, мы их будем использовать после того, как, например, YouTube перед лого, да, прилетел. То есть вот он прилетел. Оп. Так, эту стопаем пока. Вот, появилось. И у нас здесь надо добавить такой же фильтр Move Action. Он может триггерить другие фильтры с других сцен. Чтобы сильно нашу, так скажем, очередность не путать, сделаю 2.1, потому что параллельно не использую. Просто 2.1 и поясню, что это показ элементов YouTube. Все, и здесь мы делаем что? Правильно. Фильтр Enable. Указываем фильтр, который находится на сцене YouTube. Вот здесь мы же сюда кидали фильтр. Называется появление. Все, Enable. Ну и вот он. Ну сейчас у нас появлено, поэтому просто тогда запомните. Вот. И мы его, естественно, после вот этой штуки сделаем. 2.1. И сделаем скрытие логотипа вместе с появлением штуки вот этих. Как только эти появляются штуки, мы сделаем одновременное скрытие. Так, я ж тут... Все правильно, следующее. А здесь одновременное движение, скрываем логотип. Так, скрытие логотипа. Все. Теперь у нас появление логотипа, потом вылазит плашка YouTube, потом начинают показываться элементы и одновременно начинается скрытие логотипа. После чего в цепочку идет Telegram. И то же самое мы сейчас сделаем еще для Telegram. Появляется Telegram.
Здесь мы сделаем еще один фильтр Move Action. Назовем его 4.1. И показ элементов напишем TG. Все, выбираем фильтр Enable. К слову, их тоже тут можно не только Enable, но и Disable делать. Вот, выбираем TG, Telegram, да, у нас сцена называется, на которой фильтр. И появление логотипа. Все, здесь MS никакие нам не нужны. И делаем по окончании того, как вылетела наша плашка, вот эту показы элементов TG. У нас тут задержка. Так, сори. У нас тут задержка 4 секунды. Ну правильно, да. Он показывает. У нас задержка по скрытию здесь. Так что нормально все. Вот. Ну и после того, как у нас скрыты оба элемента, мы должны эти кусочки, которые вот здесь показаны, все скрыть. Добавляем тогда вот здесь это, дублируем показы элементов. Делаем 0.1 скрытие. Раз мы показываем, должны скрывать когда-то. Скрытие элементов TG. И скрытие элементов YouTube. 0.1. Вот. И здесь выбираем Disable. И здесь Disable. Все. У нас теперь здесь скрытие. Оп. У нас тут цепочка подтянулась. Здесь нету. Здесь нету. Вот, проверяем. Здесь Telegram появилась. Показ элементов TG. После этого, после показа элементов TG, у нас идет следующее движение. Y старт позиция. Это YouTube старт позиция. Все, и потом вот это идет. И после этого можно вот это. Прямо 0 ms. То есть скрылось. И следующее у нас скрытие элементов TG. И следующее скрытие элементов YouTube. Правильно? Так, нет. Проверяем. Вот эту. Скрытие элементов YouTube. А здесь скрытие. Все. По порядку. Значит, теперь смотрим, как это выглядит. Так, это скроем. Оп. А почему YouTube не скрывается? Так, появление логотипа. Ну здесь нам надо выбрать. Неправильно сделал. Здесь у нас Enable, у нас же отдельный фильтр скрыть. И здесь тоже выбрать скрыть. Все, ошибка, сори. Все, скрыли. То есть молниеносно скрываем. Здесь на стартовой позиции находимся. Здесь все. Все, вот оно в точку ушло. Ну и смотрим, что по итогу получилось. Надеюсь, не запутали. Вроде не запутал вас. Вроде как подписал все. Надеюсь, не сильно запутались. Появляется значок. Вылетает YouTube. Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Вот, уезжает сейчас. И там применяется скрытие этих кусочков наших этих плашек. Вот, ну и на сцене вот так выглядит. Появилось. И здесь появилось. Вот, надеюсь, не устали. Вот такой, порядок, да, действий получился. Использовали мы здесь всего пару фильтриков под названием Move Action и переместить источник, Advanced Mask, так, чисто номинально. Вот, это два фильтра, которыми я супер часто пользуюсь. Гигантские цепочки делаю, и поэтому нумерацию обязательно соблюдать, вот, чтобы не запутаться. Вот. Поэтому, надеюсь,
За мной поповторяйте, опять-таки, да, и э, немножко понимания будет того, как это работает. Вот. Ну и хотел бы обратиться к тем, кто досидел. Уже видео такое объемное получится. Сейчас еще один виджет будем смотреть, делать. Вот, поэтому всем спасибо, что, во-первых, досидели. Во-вторых, не забывайте, что важно мне, чтобы вы оставили свое мнение под этим видеороликом. Возможно, палец вверх поставили, если все-таки вам понравилось, да, вы не запутались или запутались, но потренировавшись, как-то более-менее поняли. Вот, пытаюсь все объяснять, рассказать, вот, рассказывать, да, объяснять каждую опцию, которая работает, как работает, чтобы вы, возможно, окончательно поняли, как взаимодействовать вот фильтр за фильтром. Так что обязательно поставьте свою оценку под видео в виде комментария. Ну и не забывайте в телегу подписываться. Там тоже можно комментарий писать. Вот, и говорить, норм видос или не норм. Буду всех рад там видеть, всем отвечаю.